Всем привет! Занимаемся электромонтажом в квартирах, домах. Это сыктывкарские квартиры, заказы. Покажу, с чем сталкиваемся. В этой квартире уже завершается ремонт. Вызвали нас, оказывается, не хватает розетки в ванной. И вот в таком состоянии розетки. Электрике при ремонте тоже уделяйте внимание, потому что вот эти торчащие из стены кусочки алюминиевых проводов могут отломаться окончательно. И тогда у вас будет ремонт в квартире, но не будут работать розетки, например. На этом заказе нас вызвали сделать дополнительную розетку в ванной. Несмотря на старую электропроводку, у нас получилось подключиться к этой розетке и протянуть новый кабель для стиральной машины. Это следующий заказ, парикмахерская. В этой парикмахерской установлен солярий. Звонит человек, говорит, мне нужен специалист, который может разобраться в этом, который ремонтирует солярий. Я сначала отказал, говорю, нет, в соляриях я не разбираюсь, нужно мастера, который вообще этими соляриями занимается. В общем, он никого не смог найти, позвонил повторно. Говорит, может, вы подъедете, посмотрите все-таки его. Я уже, говорит, собирался его в Москву отправлять, этот солярий. Но, как оказалось, сам солярий, он в рабочем состоянии. Просто к нему подходит не 3 фазы, а 2 фазы. Так как специалисты с электроснабжающей организации не затянули один провод на автомате. При заказчике вызвали электриков с энергоснабжающей организации, чтобы они затянули этот винт, так как у них есть полномочия снимать и устанавливать пломбу. Вот здесь видно. Приезжали. Вот он, просто болтается и ни хрена не затянут. Из-за этого нет фазы. А у нас новый заказик. Замена электрики в двухкомнатной квартире. Начинаем с проекта. Если у вас нет проекта своего, то можем составить его на месте, исходя из нашего наработанного опыта и уже исходя из ваших пожеланий. Вот, составляем этот проект на бумаге и переносим все на стены, штробим, высверливаем подрозетники. Первый этап разметка вы видели. Теперь высверливание ниш для подрозетников. Сразу сообщу, что здесь не будет развлекательного контента. Это просто реклама моей деятельности в Сыктывкаре. А это ванна, в которой уже сделан аккуратный ремонт. На стене плитка. Штробить здесь нельзя. Поэтому нужно аккуратно высверлить нишу для установки розетки, чтобы не повредить плитку. Проходы кабеля в стене выполняем в металлической трубе. Вот эта труба видна. Проверяем 220 на N и фаза. На заземление то, что есть, показывает 230. И потом между фазой и заземлением стреляем. И как результат отключился УЗО, это значит, что подключена цепь правильно. Проверяем УЗО тестом. Отрабатывает первый, второй. И возвращаемся снова к нашему спа-салону. Значит, это дизайн полки, выключателей и розеток в спа-салоне от Эдуарда. Иногда меня спрашивают, что вы так долго в этом спа-салоне, что там за объем такой. Вот небольшой уголок с проводами, которые частично кинули до нас, электрик был, а частично уже смонтировали мы. Подали теперь напряжение на вновь смонтированный щиток. Есть. Держится. Держится. Понеслась. Чайный домик, ресепшн. Второй. Попрашка.
В общем, после включения увидели, что не горят некоторые брашки, но они подключены шлейфом. В общем, потом нашли неисправность, была, оказывается, в патроне с завода. Сейчас покажу на фото. Обратите внимание на синий проводок. Была затянута не сама жила под винт, а вместе с изоляцией, поэтому не было контакта. Приходилось разбирать около 10 патронов, чтобы устранить эту неисправность, и брашки загорелись. А на этой брашке просто не было питания. Мы начали разбираться, начиная с распредкоробки, почему, и смотрим, тут появилась новая штраба службы ОПС, охранно-пожарная сигнализация. Вот, начали вскрывать доску и смотреть, как же они там проштробили, может быть, задели наш кабель. И вот что мы увидели. Ребята со службы ОПС, не снимая этой доски, проштробили стену для прокладки своих проводов и задели наш кабель. А это один из ресторанов города Сыктывкар. Эдуард взял его на обслуживание по электрике. Предлагаю посмотреть преображение вводного распредустройства из хаотичного в упорядоченное. Там и дальше, где фонтан, там. Тоже есть там, да? В общем, сегодня заказик в ресторане. Солянка. Покажу рыбок. Зайцев покажу. Зайцев покажу, да, там. Павлины, индюки. Да, глаза красные. Отдает, да? Отдает. Да. Вселенной благодарность посылали сейчас пару дней, что что-нибудь, допустим, если на работе происходит, не нравится, мы такие благодарим Вселенную за опыт, за этот день. Ну да, старались это благородно еще разговаривать, выражения подбирать. Вот, и тут через пару дней Вселенная дала такой заказик. Ну, заказик, нормальный заказик. Кушаем на свежем воздухе. Ну что, вот приобретает чуток такой вид. Подсоединяем. Это еще не окончательная работа. Продолжаем. В это сложно поверить, но в этом электрощите мы смонтировали около 70 метров проводов. В тот день мы работали 14 часов вдвоем и заработали по 14 500 каждый. Стараемся работать так, чтобы вложенные усилия были соизмеримы с оплатой. Подсниму вас, как вы там начинаете и что в итоге получится. Здесь мы продолжаем электромонтаж в 4-комнатной квартире, подходим к чистовому монтажу и смонтируем электрощитки. Это вводной щит в подъезде, и подключаем здесь вводной кабель. Устанавливаем наконечники на опрессовку. И монтируем автоматику в электрощитке уже в квартире. Добрый день любителям электрики, те, кто смотрят такие видео. В общем, следующий заказ у нас. Вот этот щиток, который стоит на улице. От него идет кабель. Кабель идет в помещение. Наша задача вот этот кабель красивенько закрепить, затащить в помещение. Этот кабель заходит вот в это помещение, он идет вдоль стены и вот так висит, подходит вот к этому щитку. Значит, нужно
кабель перетянуть, щиток перенести вот сюда, на эту стену. Вот, и дальше здесь это помещение будет обустраиваться, будет делаться ремонт. Самое одно из таких трудоемких, это нужно будет делать проходы вот в этой стене и дальше в стене через подъезд. Нужно будет высверливать коронками. Вот, и кабель протягивать будем, прокладывать в гофре, уже затянем в гофру. Для проходов кабельных будем использовать трубу. Купили 45-ю. Вот она, труба такая. В общем, все покажем. Первый этап, это значит отключаем старый кабель вот в этом щитке. Прикольно, что все щитки открыты, что этот, что этот. Вот, вытаскиваем его и будем высверливать. Так, это подвал этого здания. Покажу небольшую историю. Вот смотрите, какая клетка здесь. Я пошел искать розеточку. Все, что хотел я показать, это вот эту вот офигевшую дверь. Вы посмотрите, тут какой замок. Как будто реально дверь какого-то бункера. Так, надо здесь найти розетку. А это подвал. Подвал еще тех времен. Каких-нибудь там. Не знаю даже каких. Сложно предположить. 50 какого-то года, по-моему, этот дом. Вот, видите, как крепились эти доски. Потому что прежде чем нужен автомат. Так как этот автомат используется... Ну что, наделал я, значит, с удлинителем уже коронку 45-ю. Вот, будем проходить. Вот самые такие моменты, которые нифига от тебя не зависят. Ты не знаешь, что там внутри. Какая-то, может быть, арматура, труба какая-нибудь, еще что-то. В общем, не с первого раза. Сначала пришлось забить, потом она там застряла. Все, гильза в стене. Еще покажу я вам в этом помещении. Не знаю, насколько раритетное, но выглядит необычно. В магазинах таких сейчас не найдешь. Такая работка, креплю кабель, он у нас уже заведен в стену в гильзе. Этот проект я назвал Кремль. Посмотрите, какие красивые окна и какие толстые кирпичные стены. Вот, завели, значит, мы кабелек с улицы в стену, и дальше он пошел вот в эту стену и уже вышел через подъезд опять нам в это помещение. Ну вот, цель вчерашнего дня достигнута. Значит, притащили мы сюда кабель в гофре на клипсах на новый щиток. Щиток тоже смонтировали на новом месте. Здесь кабель пошел по потолку, вышел из стены. Вот он внизу из подъезда, там подъезд, в общем, на улицу. Здесь распредкоробка, фото сейчас вставлю. Сделал соединение кабеля на опрессовку. Делаем на опрессовку. Вот такой результат получил заказчик. И это первая половина. Сегодня у нас в планах с этого щита, значит, распределить автоматы и вывести уже кабель. Один пойдет на освещение. Здесь нужно запитать туалет, типа как кухонка небольшая, и сам коридорчик входной.
Thank